Привет, друзья! Это все еще Алиса, и я все еще в Лионе, и я сейчас топаю в одно очень интересное место, которое называется Food Трабуль. Кстати, знаете ли вы, что такое трабуль? Я что-то тут не раздавила кое-кого. Так вот, знаете ли вы, что такое трабуль? Я сейчас даже остановлюсь, и вы тоже остановитесь, нажмите на паузу и напишите, что это такое, знаете или нет, прямо вот здесь под видео. Ну, а я сейчас вам расскажу, что это такое. Пойдемте со мной. Трабуль – чисто лионское слово, которое в переводе означает буквально «пересекать». Представьте себе пешеходный проход сквозь здание, который позволяет попасть с одной улицы на другую. Иногда это просто узкий коридор внутри здания, а иногда сложное архитектурное сооружение с лестницами и крытыми галереями. Время появления первых трабулей достоверно неизвестно. Поговаривают, что они появились еще в IV веке, когда Лион имел совсем другое название – Лугдунум, и был столицей Галлии. По одной из версий, с первых лет заселения этой территории дома стояли плотно друг к другу, поперечных улиц между ними не было, и для экономии места под улицей было решено строить проходы непосредственно сквозь постройки. В течение веков жители ходили по трабулям к реке за водой, сокращая свой путь, а местные ткачи использовали их для переноски ковров от места производства к лавкам торговцев, чтобы те не испортились под дождем. Только в старых кварталах Лиона насчитывают больше 500 трабулей, связывающих 230 улиц. Сейчас одни из них стали общедоступными проходами, другие являются частной собственностью, а один из самых известных, трабуль Розовой башни, превратился в очень интересное и модное место. Розовая башня была возведена итальянским архитектором Себастьяно Серлио в XVII веке. Он был вдохновлен венецианскими зданиями и поговаривают, что башня напоминает дома, стоящие на улицах Венеции. Я, кстати, там не была. Правда, похоже? Кстати, тут, как обычно, не без легенд, по одной из которых жила-была девушка, дочь богатого горожанина. И влюбилась она в местного булочника и хотела выйти за него замуж, а ее расчетливый суровый отец, по классике жанра, отказался благословить их союз. И бросилась тогда на с вершины башни, а ее кровь окрасила здание в розовый цвет. По другой легенде, звучащей более правдоподобно, розовую башню покрасили, когда собирались использовать ее в качестве одной из декораций для фильма «Три мушкетера». На самом верху башни в свое время располагался сторожевой пост, так как главной функцией ее была подача тревожного сигнала при пожаре. Спустя столетия Розовая башня стала объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а здание – неотъемлемой частью социальной жизни города. Архитекторы полностью перепроектировали здание изнутри, провели колоссальные ремонтные работы, а повара Табата и Людовик Мэй открыли там огромный фудкорт на 660 квадратных метров. My name is Kira. Food Trabul opened 1 month ago on the 15th of January, and it's the first one in Lyon to do this type of place. So you can choose wherever you want to eat, and you can all eat at the same table. So somebody can eat pizza, some other people can eat meat, and they all eat together. And we've got the bar too, and it's cool. All the chefs, they've got good restaurant in Lyon, and they wanted to create something new here, and they try to do new food. So we've got the kebab d'andouillette. Andouillette is like a specialty of Lyon. It's the guts, something like this, and they do it in a kind of kebab. So they try to mix the street food with food from Lyon. В общем, как вы поняли, место необычное. Давайте вместе разбираться. Знаете, что самое крутое этого места? Что во Франции все рестораны работают примерно с 12 до 2, а дальше с 7 до 10, когда народ ест. А это место, которое сейчас за мной, работает с самого утра до самого вечера, кроме понедельника. В понедельник они отдыхают. Вот посмотрите, 3 часа дня. Закрыто. Закрыто. Снова закрыто. В общем, если вы не вписались во французское расписание, приходите сюда. Тут точно накормят. Давайте разбираться дальше.
Помимо того, что Food Trabul находится в историческом здании, это еще и 3 этажа, где располагаются 12 ресторанов с абсолютно разными кухнями и интерьером, где вы можете заказать что угодно и сесть где угодно. Вернее, на момент съемки этажей было 2, так как 3-й находился все еще на ремонте. Все рестораны имеют открытую кухню и готовят еду прямо при вас. По задумке создателей, это такой современный, дружелюбный и открытый фудкорт, где все вкусно и просто. Чего здесь только нет. Например, вот тут можно найти крок-месье. Это такой французский горячий бутерброд с трюфельной ветчиной и плавленным сыром. Вот здесь ребята спецы по мясу. So mainly we're doing like meat and burgers, like so different things like tartare, some raw meat. We're doing as well like burgers, it's one of our best seller, and some steak, classic ones. Вот здесь вы сможете заказать роллы из омара или бутерброд с лобстером. Неплохо звучит. Ну, куда же без пиццы? Our chef, Ludo, he went to Naples to study how to make Napolitan pizza. We get the oven from there. The Napolitan cooks in like in 2 minutes. It's very fast because it is very high temperature. Здесь можно найти сумасшедшие пирожные. А вот, кстати, и бар. Ну а меня привлек вот в этом месте русский суп. Съемку я делаю в течение 2 дней. И когда я приходила сюда до этого, я видела в меню одного из кафе русский суп. Меня это очень заинтересовало, я подумала, ну, наверное, я приду в следующий день, когда буду снимать еду, и закажу именно его. В итоге я сегодня прихожу, а его нет, потому что у них поменялось меню, и каждый месяц оно меняется. Суть этого заведения в том, что они готовят фастфуд на основе культур разных стран, которые им удалось впитать в себя в течение различных путешествий. В том числе это был русский суп, который они поменяли именно сегодня. Но я очень мило улыбалась повару, он очень мило улыбался мне и сказал, что окей, я приготовлю для вас русский суп. Еще фишка этого заведения в том, что тебе дают вот такие штуки, и когда твое блюдо будет готово, они запищат, а ты пойдешь, заберешь его, съешь. You put the scratch on the oven so it caramelizes a bit, and then you mix it with some Russian tea. So the Russian tea, for us, I don't know for you, but for us it's some kind of black tea with a lot of lemon, citrus, bergamot. On the top it's some kind of sour cream you can find in Eastern New York. Some soel, and on the top it's pumpernickel. So it's rye bread from Germany. Okay. Ладно, расскажите, кто на самом деле в России добавляет чай с бергамотом в суп с тыквой и называет это русским супом. Может, это скрытый рецепт, и никто о нем не знает? Очень нежно, вкусно и очень необычно. Они сказали, что они посыпали это немецким хлебом. Мне кажется, они туда просто нашего бородинского накрошили. Очень похоже, очень вкусно. А потом, как и подобает, я отправилась искать десерт. Я твердо решила, что он должен быть каким-нибудь необычным, который я еще никогда не пробовала. This is the coffee shop. There's only one coffee shop in the whole building, so we open earlier than the one we open at 9 o'clock in the morning, and all the restaurants open at 11 o'clock. So we open for the breakfast, and we do coffee, and all these cakes are made here. We've got our baker in the lab. In the underground, and he makes everything at 4 o'clock in the morning. Our best seller is the Paris-Brest. It's kind of a pastry with roasted nuts and chestnuts. And our second best seller is the baba à la chartreuse. Yeah. Normally the baba is with rum, and we changed it and we did with chartreuse. It's an alcohol near Lyon. This one is really good. Так, ну вот эта штука с ликерчиком меня заинтересовала. Вообще, про ликер шартрез можно делать отдельный выпуск, ибо его история интересная и уходит корнями далеко в прошлое.
Но если кратко, то его изготавливали французские монахи, жившие на границе горного массива Шартрёз на периферийной зоне Альп. Вообще изначально это был эликсир долголетия. Как вы поняли, долголетие до сих пор играет большую роль во французской жизни. Ну что, давайте попробуем. Какие тут способы нынче оставаться молодым? Ядрёненько. Очень ядрёненько. Одна из значимых идей этого места – экоответственность и концепция безотходного производства. Здесь используют многоразовую посуду, моющие средства без химии, частично идет переработка в компост прямо на месте, а воду в пластиковой бутылке тут не купить. Зато можно налить бесплатно, вот из таких краников. А еще они трудоустраивают беженцев с целью их лучшей интеграции в общество. В общем, резюмирую. 660 квадратных метров, 3 этажа, 12 мини-ресторанов, бар, кофешоп, 7 тематических залов с винтажным декором и 240 посадочных мест. Иногда, кстати, даже побольше, потому что в выходные здесь, вот честно, вообще не протолкнуться. Возможно, даже придется постоять в очереди на вход. А еще тут можно сыграть в настольный футбол и дартс. Если вы хотите все и сразу в одном месте, фуд-трабуль вам точно зайдет. Если любите, чтобы шумно и много движа вокруг, приходите в выходные или обеденные часы. Если любите поспокойнее и потише, залы пустеют в будни где-то после 2, ну и до ужина. Тут точно каждый найдет то, что ищет, так еще и в историческом и потрясающе красивом здании в самом центре Старого Лиона. Ну а я со своей вилкой отправляюсь дальше, знакомиться с новыми людьми и кухнями. И если вы со мной, подписывайтесь на канал и пишите комментарии, буду рада услышать ваши отзывы и ваши предложения. Встретимся в следующей серии. Бон аппетит!